2 года назад я снял документальный фильм о жизни и смерти одной уникальной семьи лебедей. Я снимал эту семью с самого начала, когда самка только начала высиживать яйца, до момента, когда молодые лебеди уже были готовы встать на крыло. У этой семьи была уникальная особенность. Из 4 появившихся на свет птенцов 3 были светлого цвета, а 1 темным. Обычно же все птенцы лебедя-шипуна появляются на свет темного, пепельно-серого цвета. В нашем случае такой редкой генетической особенностью обладал самец, и благодаря ему на свет появились такие необычные птенцы. В этом фильме я рассказывал о том, как протекала жизнь лебединого семейства, о забавных и интересных особенностях этих грациозных птиц. Я часто навещал на озере лебедей, ставших для меня не просто объектами съемки, а даже близкими знакомыми. Люди, как правило, видят диких животных изредка. Лишь в первый и последний раз у них, естественно, не возникает чувства взаимной привязанности, как, например, в случае с домашними животными. Так как я снимал эту семью лебедей в течение всего года, то они стали для меня родными. Я так их и называл – «мои лебеди». Когда наступила осень, я был близок к завершению съемок своего фильма. Еще оставался месяц до того момента, когда вся семья должна подняться на крыло и улететь на юг в теплые страны, либо на незамерзающее морское побережье Балтийского моря. Но, как это часто бывает, здесь вмешался человек. Семья лебедей была расстреляна из охотничьего оружия. Из всего семейства уцелел лишь самец и 1 молодой лебедь темного цвета. Были убиты самка и 3 молодых лебедей. Вскоре с водоема исчезли и эти 2 лебедя. Озеро, где царила радость и жизнь, теперь полностью опустело. Весь следующий год озеро оставалось безжизненным. Утки и лебеди не гнездились, а птицы, если и прилетали на водоем, то не задерживались здесь надолго. Пернатый мир словно помнил о той трагедии. Уже весной следующего года я увидел на этом озере пару лебедей, у которых появилось потомство. Это стало неожиданностью для меня. После того, как я рассмотрел птенцов, я удивился еще больше. Всего их было 7, из них 4 были темной окраски, а 3 светлой. В тот момент я сразу вспомнил о самце с редкой генетической особенностью, благодаря которой появились птенцы со светлой окраской. Молодые лебеди достигают половой зрелости лишь с 4-го года жизни. 2 года назад, после убийства, в живых остались лишь 2 лебедя – самец и 1 из молодых лебедей. Это все означало, что данное необычное потомство могло быть только от самца, который пережил потерю своей половинки 2 года назад. После выяснения этого факта я решил, что буду снимать 2-ю часть документального фильма. У самки появились на свет 7 птенцов, а это означало, что она уже опытная мать. У молодых самок количество высиживаемых яиц бывает гораздо меньше. Будучи опытной матерью, она при первой же встрече с непонятным летательным аппаратом отвела своих птенцов в безопасное место среди высокой растительности. Следуя своему многолетнему жизненному опыту, она всегда так прятала своих птенцов. В таком укрытии птенцы могли считать себя в безопасности. Им не грозила опасность от пернатых хищников. Семейство лебедей обустроилось уже на известном нам гнезде, которое построила самка из первой части фильма более 2 лет назад. За это время окружающая местность сильно заросла. Я очень радовался, видя своего старого знакомого, да еще и в окружении такой большой семьи. Самец не просто выжил, но и создал новую, большую семью. Лебединое семейство очень быстро привыкло к дрону. Видя, что самец не возражает, многодетная мать также перестала беспокоиться и уже не прятала свое многочисленное потомство. Видя эту идиллию, как семейство дружно кормилось ряской, мне казалось, что и не было никакой трагедии 2 года назад.
Возле гнезда лебедей поселилась утка со своим многочисленным выводком. Здесь, скорее всего, весь пернатый мир решил высмеять некоторых комментаторов из первой части фильма о том, что лебеди всегда убивают уток и их птенцов, а также все живое, не пуская никого на водоем. В попытках оправдать подлое убийство люди часто придумывают различные небылицы и пытаются убедить в этом окружающих. Каждый раз приезжая, я замечал, как быстро растут птенцы на том корме, что давало озеро. Рацион лебедей почти полностью состоял из ряски и различных водных растений. Без сомнения, это был комфортный дом для такой большой семьи и их соседей. В первой части фильма я рассказывал о своеобразной даче, которую построил самец на другой стороне озера, когда птенцы подросли. Новое семейство прекрасно обустроилось и здесь, но самец дополнительно расширил свою жилплощадь, ведь в этот раз у него была уже многодетная семья. Тем временем у знакомой утки уже подросли утята. Сейчас можно было не опасаться охотников и браконьеров, но уже не за горами был конец лета с открытием сезона охоты. Все это я считал опасным для моих лебедей, но повлиять на ситуацию было невозможно. Было очень забавно наблюдать, как утки и лебеди плавали парадным строем, словно красовались друг перед другом. Судя по всему, утки очень подружились с лебедями, так как часто приплывали к ним в гости на дачу и устраивали водные процедуры. Я заметил, что некоторые молодые лебеди оставались отдыхать на даче вместе с самцом, в то время как самка забирала остальных с собой, чтобы подкрепиться ряской. Несмотря на то, что молодые лебеди уже прилично подросли, они всегда находились под присмотром своих родителей. Приближалась осень, и я стал чаще навещать своих лебедей, чтобы снять больше интересного материала. Однажды я заметил отсутствие двух молодых лебедей, светлого и темного. Меня это очень насторожило, так как молодые лебеди еще не могут летать, и они очень привязаны к своим родителям. Я обследовал все вокруг и не нашел никаких следов. Через несколько дней мне стало понятно, что с молодыми лебедями случилось что-то страшное. Защищаясь, взрослые лебеди способны нанести серьезные травмы даже человеку, а сами молодые лебеди прилично подросли. Маловероятно, что мог напасть хищник, тем более, что крупный пернатый хищник, орлан-белохвост, нападает редко и только на больных, одиноких лебедей.
Так прошел месяц, и наступил сентябрь. Здесь меня ожидал очередной удар. Внезапно с озера пропали все лебеди, за исключением одного. Я безуспешно осмотрел все озеро. В отчаянии я не знал, что и думать. Было бы хорошо, если оставшийся на озере лебедь мог бы рассказать мне, что же здесь произошло. Обычно молодые лебеди встают на крыло поздней осенью. Меня сильно беспокоил тот факт, что все лебеди пропали с началом осени, в то время как уже был открыт осенний сезон охоты. Озеро и лес хранили молчание, а я уже целый месяц приезжал на озеро и ожидал увидеть чудо. Каждый раз, приближаясь к озеру, мое сердце начинало биться чаще, а я мечтал увидеть невероятное — всех моих лебедей. Но каждый раз меня ждало разочарование. Наступил ноябрь и время штормов. Однажды я не находил себе места, и какая-то неведомая сила меня тянула к морю в ненастную погоду. Так я оказался на морском побережье. Пройдя немного по берегу вдоль сильного прибоя, я увидел в море своих лебедей, безмятежно качающихся на волнах. Сначала я не поверил своим глазам, но благодаря уникальной окраске молодых лебедей, их количеству, я убедился, что это именно та семья. Невероятно, но увидев меня, лебеди вышли на берег. Теперь мне стало все понятно. Самец вспомнил о той страшной бойне, произошедшей 2 года назад, и при первой же возможности он увел свою семью в безопасное место на море. Один молодой лебедь не смог так рано встать на крыло, поэтому был вынужден остаться на озере. Жизнь всей семьи не должна зависеть от одной особи, и это в любом случае разумное решение. Я считаю, что люди недооценивают животный мир. Ведь на самом деле представители фауны — это не просто мишень для стрельбы или кусок мяса, как считают многие. Несмотря на то, что человек считает себя венцом творения, он сам является точно такой же частью природы, как и мир животных, окружающий нас. После этой невероятной встречи на море я ожидал возвращения семьи на родное озеро. Самец должен был вернуться за своим детенышем. Уже в конце ноября я встретил своих лебедей на водоеме, который находился в нескольких километрах от родного озера. Из-за холодов лебедям уже стало сложнее добывать пищу. Им приходилось искать пропитание глубоко под водой. Чуть позже я в сумерках проезжал мимо озера. Шел мокрый снег. Я вдруг увидел, что семья лебедей вернулась на родное озеро, но из-за ненастья и темноты я не смог снять их. На следующий день я приехал на озеро, но оно было пустым. Ночью все лебеди улетели, а озеро сковал первый лед. Самец вернулся за своим детенышем, и вся семья покинула родные места, ведь зима не оставила бы шансов выжить на этом озере. На этом и заканчивается история жизни одного лебедя и его семьи.